안녕하세요. 한국어 강의를 맡은 Татьяna입니다. Здравствуйте, с вами вновь курс корейского языка для домохозяек, и я Татьяна. Сегодня у нас с вами будет особое занятие. Мы сегодня узнаем, как в Корее отмечается Новый год. Как вам известно, в Корее отмечается Новый год дважды. Один раз по обычному, по солнечному календарю, и второй раз по восточному, то есть по лунному календарю. Новый год по лунному календарю отмечается шире, и он называется Соль или Сольналь. Сольналь. Как вам известно, в этот день собирается вся родня, они поздравляют друг друга с праздником, желают всего хорошего. Также в этот день готовится специальный традиционный суп с рисовыми клетками. И также в этот же день проводится церемония поминовения предков. Все это мы сегодня пройдем, так что будьте готовы! Помните, я вам говорила, то, что на Новый год по лунному календарю, то есть на Сольналь, готовится специальный суп с рисовыми клетками. По-корейски он называется токкук. Токкук. Итак, название нашего сегодняшнего занятия будет связано именно с этим супом. И звучать оно будет так. 떡국을 끓일 줄 알아요? 떡국을 끓일 줄 알아요? Что означает, вы умеете готовить токкук? 떡국을 끓일 줄 아세요? Я, например, не умею. Но наша героиня Анна умеет. И в этом вы убедитесь сами, прослушав наш диалог. Из этого диалога вы узнаете, что планируют Анна и Суми на Новый год. А также вы узнаете, что Анна живет со свекровью, потому что она скажет такую фразу «저희는 시어머님을 모시고 살아요». То есть мы живем со свекровью. Итак, готовы? Послушаем диалог. 또 한번 들어볼까요? 모레가 설인데 언니는 시댁에 안 가세요? 내일 밤 시댁에 가서 설날 아침에 차례를 지내요. 그리고 오후에는 친정에 갈 거예요. 안나 씨는요? 저희는 시어머님을 모시고 살아서 다른 가족들이 저희 집에 모여요. 차례 준비는 누가 해요? 형님하고 제가 같이 할 거예요. 설날 아침에는 일어나서 떡국만 끓이면 돼요. 어머, 안나 씨 떡국을 끓일 줄 알아요? 물론이죠. 어머님께 배웠어요. Как вы, я думаю, поняли из диалога, и Суми, и Анна планируют провести Новый год вместе со своей семьей, то есть в кругу родственников. А прежде чем приступить к более подробному разбору диалога, давайте мы с вами рассмотрим новые слова. Итак, новое слово «море». «Море» означает «послезавтра». А следующее слово «соль», вам оно уже известно, то есть Новый год по лунному календарю или первый день первого месяца по лунному календарю, также еще его называют «соллаль». И следующее слово «ситек». «Ситек» это дом родителей мужа. И если вы, например, хотите сказать «дом моих родителей», то есть дом замужней женщины, то есть дом родителей замужней женщины, будет называться «чин정». То есть это как бы два противоположных, так скажем, слова «ситек» и «чин정». И следующее слово «моида». «Моида» означает «собираться». Собираться где-то в одном месте, например. «Моида». И следующее слово «чаре». Достаточно важное слово «чаре» означает поминальный ритуал, то есть поминальная служба, которую проводят на Чусок и на Соллаль. Связанные с этим словом слова «чаресан». «Чаресан» – это стол, который накрывается во время этой службы, во время поминок, да, так скажем. И «чарер을 지내다», то есть мы говорим «проводить чаре», то есть проводить этот ритуал, будет глагол употребляться «지내다», то есть «чарер을 지내다». Следующее слово «형님». «형님».
형님 на самом деле употребляется очень часто и имеет, в общем-то, два основных значения. Первое – это жена старшего брата мужа. То есть, например, если у вас есть муж, у него есть старший брат, его жена будет 형님. И второе значение – старшая заловка, то есть сестра мужа, старшая сестра мужа. Также вы можете ее назвать 형님. И следующее слово – 일어나다. Это вставать. Например, утром мы встаем. Да? 일어나다. И слово, которое вам известно уже – 떡국. 떡국. То есть суп 떡국, суп с рисовыми клетками. Когда мы хотим сказать варить 떡국 или готовить 떡국, мы употребляем глагол 끓이다. То есть 떡국을 끓이다. Готовить 떡국. 떡국을 끓이다. И последнее слово 물론. 물론. То есть, конечно, разумеется. Если мы хотим сказать, например, да, конечно, конечно. Тогда мы можем сказать так. 물론이죠. Или 물론이죠. Это все с новыми словами. Мы их разобрали. Теперь давайте послушаем, как они правильно произносятся. Слушайте внимательно и повторяйте вслух. 모레, 설, 시댁, 모이다, 차례, 형님, 일어나다, 떡국, 물론. А сейчас мы с вами разберем наш диалог поподробнее. Обратите внимание на новые слова и на их употребление, а также как они переводятся в контексте. Итак, Анна спрашивает: послезавтра Новый год, 모레가 설인데 언니는 시댁에 안 가세요? Послезавтра Новый год, 언니, то есть сестра, вы, да, в данном случае, вы не едете домой к родителям мужа, да, 시댁. 모레가 설인데 언니는 시댁에 안 가세요? Да, вы знаете, что они это обращение к девушке или к женщине, которая старше вас по возрасту. А Суми, подруга Анны, отвечает: 내일 밤 시댁에 가서 설날 아침에 차례를 지내요. 내일 밤, это то есть завтра ночью, да, поедем в дом мужа, да, домой к мужу, и, то есть домой к мужу, тут понятно, что не там, где они живут с женой, а где живут его родители. И 설날 아침에 утром, на новогоднее утро, 차례를 지내요. Будем проведем службу поминовения предков, 차례. 그리고 오후에는, после обеда, 그리고 오후에는 친정에 갈 거예요. поедем домой к моим родителям, да, 친정. То есть домой к моим родителям. 그리고 오후에는 친정에 갈 거예요. 안나 씨는요? вы, 안나? как вы? 저희는 시어머님을 모시고 살아서 다른 가족들이 저희 집에 모여요. мы, 저희는, это скромное, как вы помните, выражение мы, местоимение мы. Мы живем со свекровью, 시어머님을 모시고 살아서, поэтому 살아서 다른 가족들이 저희 집에 모여요. Другие семьи, остальные, то есть родня, собираются у нас дома, 저희 집에 모여요. 차례 준비는 누가 해요? 차례 준비는 누가 해요? Кто занимается подготовкой 차례, то есть поминальной службы? 형님하고 제가 같이 할 거예요. 형님하고 제가 같이 할 거예요. То есть вместе я, вместе с женой брата мужа,
вместе будем заниматься подготовкой. 설날 아침에는 일어나서 떡국만 끓이면 돼요. Значит, в новогоднее утро, 설날 아침에는, 일어나서 проснемся, встанем и сварим 떡국, и все. 떡국만 끓이면 돼요. То есть достаточно будет сварить 떡국. еще раз повторю. 설날 아침에는 일어나서 떡국만 끓이면 돼요. 어머, 안나 씨는 떡국을 끓일 줄 알아요? 어머, это ой, или когда мы выражаем удивление, о. Анна 씨는 떡국을 끓일 줄 알아요? Помните? Анна, вы умеете готовить 떡국? Вы умеете варить 떡국? 물론이죠. Конечно, 물론이죠. 어머님께 배웠어요. 어머님께 배웠어요. Я научилась у мамы. В данном случае мама означает свекровь. 어머님께 배웠어요. То есть, если вы так же, как и Анна, живете вместе со свекровью, вы можете сказать 저희는 시어머님을 모시고 살아요. Или, если вы живете со свекром, вы можете сказать 저희는 시아버님을 모시고 살아요. А если вы живете вместе с двумя родителями, то есть и со свекром, и со свекровью, вы можете сказать 저희는 시부모님을 모시고 살아요. А также во фразе 떡국을 끓일 줄 알아요? Вы можете сказать не только 떡국, а, например, 김치찌개 или 된장찌개. То есть вы можете сказать 찌개를 끓일 줄 알아요? Ну, а теперь, когда мы разобрали так подробно наш диалог, я думаю, что вам будет намного интереснее послушать его снова. Итак, послушаем диалог еще раз. 대화 한번 다시 들어볼까요? 모레가 설인데 언니는 시댁에 안 가세요? 내일 밤 시댁에 가서 설날 아침에 차례를 지내요. 그리고 오후에는 친정에 갈 거예요. 안나 씨는요? 저희는 시어머님을 모시고 살아서 다른 가족들이 저희 집에 모여요. 차례 준비는 누가 해요? 형님하고 제가 같이 할 거예요. 설날 아침에는 일어나서 떡국만 끓이면 돼요. 어머, 안나 씨 떡국을 끓일 줄 알아요? 물론이죠. 어머님께 배웠어요. Ну, я думаю, что мы с диалогом разобрались, а непонятных моментов у нас не осталось. Давайте теперь я немного расскажу вам о празднике Соль-Лаль, то есть как он традиционно в семье отмечается. Итак, Соль-Лаль, как вам уже известно, это Новый год по лунному календарю. Обычно он выпадает на начало февраля. И наряду с праздником урожая Чусок, Соль-Лаль считается одним из самых важных и больших праздников в Корее. В этот день, как вам известно, вся семья, все родственники собираются в доме родителей, чтобы поздравить друг друга, пожелать новогодние пожелания, а также, как вам известно, почтить память своих предков до 4-го колена. Правда, в последнее время проводится такая служба, вплоть до 2-го колена поминаются предки. Но это зависит от дома, то есть где как привыкли, где как сложено по традиции. Итак, для того, чтобы провести службу поминовения предков, проводится, как вам известно, слово уже это, специальный ритуал чаре.
рано утром специально накрывается стол, чаресан, на котором все угощения располагаются в соответствии со сторонами света, то есть север, юг, восток и запада. А также все явства располагаются в определенном порядке. То есть, ну, например, на севере, во главе, так скажем, стола, на северной стороне располагается специальная табличка с именами предков, которая называется синви. Синви. Рядом ставится токкук, вслед за этим ставится ряд с корейскими оладьями и с жарениями разными, то есть жареное мясо, жареная рыба и так далее. На следующем ряду помещается суп, потом разнообразные салаты и на последнем ряду фрукты и сладости. После всего этого все члены семьи по очереди делают поклон в почтении усопшим предкам. То есть этот поклон называется чоль. Затем, после того, как вся служба, весь ритуал, эта церемония закончилась, стол убирают, и младшие делают поклоны старшим. Эти поклоны называются себе. И они, естественно, делают поклоны сначала самому старшему, то есть по старшинству, потом тем, кто помладше и так далее. И в ответ на пожелание и на поклон от младших, старшие также произносят новогодние поздравления, то есть если женщина ожидает ребенка, например, то он желает родить здорового, красивого ребенка. Или, например, если в следующем году кого-то ожидает экзамен, то обычно желают поступить в желаемый университет и так далее. Так вот, также самым маленьким детям дается взамен на поклон себе так называемые себетон, то есть деньги. Деньги за себе. Итак, мы с вами более-менее в общих чертах узнали, что такое Соллаль в Корее. Кстати, по-корейски с Новым годом будет звучать так. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. А теперь, после нашего небольшого отвлечения, мы с вами вновь вернемся к нашему диалогу и к грамматике. Давайте вспомним с вами фразу, которая была сказана Анной. 아침에 일어나서 떡국만 끓이면 돼요. Помните эту фразу? То есть достаточно утром встать и приготовить токкук. То есть вы видите, что к глаголу иронада, то есть вставать, прибавлено окончание асо, и получилось иронасо. Таким образом, выражается смысл последовательности действий. То есть сначала я встаю, то есть утром я встаю, 아침에 일어나서, и потом варю токкук. Я думаю, что вы поймете, как употребляется это окончание из примеров. А пока давайте я вам напомню. Помните, мы на прошлых занятиях проходили с вами такое же, буквально аналогичное окончание асо, осо, йосо, которое указывало на причину. Так вот, не переживайте, на самом деле, да, они схожи, это практически одно и то же окончание, но смысл вы никогда не перепутаете, поскольку из ситуации понятно, где причина, а где последовательность действий. Ну, например, для примера я дам такое вам предложение. 오늘 늦게 일어나서 머리가 아파요. 오늘 늦게 일어나서 머리가 아파요. То есть сегодня я проснулась поздно, и поэтому у меня болит голова. То есть тут понятно, что тут причина. Давайте теперь посмотрим на несколько примеров с окончанием асо, осо и йосо, которые указывают на последовательность действий. Например, 시장에 가서 닭 한 마리와 야채를 샀어요. Пошла и купила сразу, да, на базаре куру и овощи. 시장에 가서 닭 한 마리와 야채를 샀어요.
Следующее. 과일을 씻어서 접시에 담았어요. Положила и помыла и положила фрукты в тарелку. То есть сначала помыла, 과일을 씻어서, потом положила фрукты в тарелку. 접시에 담았어요. А теперь давайте мы с вами вспомним фразу, которую произнесла Суми, когда узнала, что Анна собирается готовить токгук. Она сказала: «Омо, токгук을 끓일 줄 알아요?» То есть, ой, неужели вы умеете готовить токгук? Так вот, как же в этой фразе выражена фраза по-русски «уметь что-то делать», то есть уметь варить токгук, уметь готовить токгук. Дело в том, что ко слову, к глаголу «끓이다», то есть «готовить, варить», прибавилась конструкция «риэль чуль альда». И именно с помощью этой конструкции и выражается смысл «уметь делать что-то». И если вы, например, что-то не умеете, то вы прибавляете «риэль чуль морыда». Давайте посмотрим, как это делается на примерах. Ну, например, возьмем такой пример. Слово «хада» – «делать». Поскольку основа этого слова заканчивается на гласную, мы прибавляем просто «риэль чуль альда» или «морыда». Например, «хада», «халь чуль альда», «халь чуль морыда». То есть уметь что-то делать и не уметь что-то делать. Ну, к примеру, когда вас спросят, вы умеете говорить по-корейски, вас могут спросить так: 한국어를 할 줄 알아요? 한국어를 할 줄 알아요? Если вы не умеете, например, говорить по-корейски, вы можете сказать 아니요, 할 줄 몰라요. 아니요, 할 줄 몰라요. Я думаю, что понятно. А теперь давайте разберем следующий пример со словом «ика», то есть с глаголом «читать». Поскольку основа этого глагола заканчивается на согласную, мы прибавляем «을 알아요». То есть «을 알다», «икта», «읽을 줄 알다» или «읽을 줄 모르다». То есть умею читать и не умею читать. Уметь читать, не уметь читать. Ну, например, вы можете сказать 아이가 한글을 읽을 줄 알아요? 아이가 한글을 읽을 줄 알아요? То есть ребенок может читать по-корейски, то есть может читать корейские буквы, да, хангыль. И последний пример со словом 만들다, то есть готовить, изготавливать. Поскольку это особый глагол на риэль, как вы помните, мы прибавляем просто сразу чуль, риэль, чуль, альда или морыда. Риэль сливается, получается просто 만들 줄 알다 или 만들 줄 모르다. То есть не 만들을 줄 알다 или 모르다, а 만들 줄 알다. Давайте посмотрим такой пример. 저는 한국 음식을 만들 줄 몰라요. Я не умею готовить корейскую еду. То есть вы можете так сказать, когда вас спросят, вы умеете готовить корейскую еду? Вы можете сказать, 저는 한국 음식을 만들 줄 몰라요. Но надеюсь, что это временно, а в дальнейшем вы научитесь готовить корейскую еду. Итак, это все с грамматикой. Нас ждет упражнение. А сейчас мы с вами поупражняемся использовать конструкцию «уметь делать что-то» или «не уметь делать что-то», то есть «риэль чуль альда» или «риэль чуль морыда». Итак, давайте взглянем на пример. «Пианор을 치다», то есть играть на фортепиано, на пианино, да? «Пианор을 치다». Преобразуем в предложение «пианор을 칠 줄 알아요», то есть умею играть на пианино. «Пианор을 칠 줄 알아요». Видите, да, что тут использована эта конструкция. Итак, именно это мы должны сделать в последующих предложениях. 김치찌개를 끓이다. То есть готовить, да, варить кимчи-тиге. Вам, думаю, известно, это густой такой суп с кимчи. Итак, давайте попробуем сказать, я умею готовить кимчи-тиге. То есть 김치찌개를 끓일 줄 알아요. Совершенно верно. Давайте попробуем записать. 김치찌개를 끓일 줄
알아요. То есть умею готовить кимчи-찌개. Следующее 송편을 빚다. 송편을 빚다. То есть лепить 송편. 송편, я думаю, вам известно, на чусок готовятся такие как бы пельмешки. Итак, давайте скажем, что я умею лепить 송편. 송편을 빚을 줄 알아요. Совершенно верно. Основа этого глагола заканчивается на согласную. Таким образом, мы прибавляем 을 줄 알아요, да? Давайте попробуем записать. 송편을 빚을 줄 알아요. Ну, я, например, ни разу не пробовала лепить 송편, поэтому я могу сказать 송편을 빚을 줄 몰라요, например. Ну, я думаю, что вы умеете, поэтому вам будет полезнее знать эту фразу. Итак, давайте посмотрим следующее, последнее предложение. 수영하다, то есть плавать. Вы можете сказать, я умею плавать. 수영할 줄 알아요. 수영할 줄 알아요. То есть я умею плавать. Думаю, что мы с вами разобрали, и вопросов больше у вас не осталось по этой конструкции. Итак, наше занятие подошло к концу. Давайте сделаем небольшой подыток. В первую очередь мы с вами сегодня узнали, как отмечается Новый год в Корее. И второе, мы с вами научились новым фразам и выражениям. Давайте их еще раз повторим. 떡국을 끓일 줄 알아요? 떡국을 끓일 줄 알아요? И следующая фраза. 저희는 시어머님을 모시고 살아요. 저희는 시어머님을 모시고 살아요. И последняя фраза, которую нам обязательно также надо выучить. 아침에 일어나서 떡국만 끓이면 돼요. То есть достаточно проснуться утром, встать утром и сварить 떡кук. Выучив эти фразы, вы запомните и новые слова, и новую грамматику, которую мы сегодня прошли. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До следующей недели. 안녕히 계십시오.